Ради чего своим ходом в Хорватию? Она прекрасна в любое время года. Что забыл здесь выдающийся римский император? Самый сохранившийся дворец с тех времен. Парадоксы истории: уничтожал христиан, а теперь в его мавзолее католические святые. Почему мы в хорватском городе Сплите? Потому что именно здесь можно увидеть самый сохранившийся дворец римского императора. И не просто императора, а редкого в истории правителя, который добровольно, как и обещал, сложил в себя полномочия после 20 лет правления. Что-то невиданное, да? Уже этот факт вызывает желание разобраться. Что за человек он был? Да, еще будучи императором, он поделился властью с 3 товарищами, чтобы удержать огромную империю, пропитанную сепаратистскими настроениями. Мы приближаемся к самому интересному. Вот он, дворец Диоклетиана, взирающий со всех исторических буклетов. Главная достопримечательность Сплита. Даже не верится, что когда-то на этом же месте ходил император Диоклетиан. Мы с вами в Сплите, это Хорватия. В 311 году в этом городе закончил жизнь выдающийся римский император. Говоря современным языком, Диоклетиан – self-made man. Откуда он родом, свидетельства разнятся, но вероятнее с территории современной Черногории, в городе, остатки которого недалеко от черногорской столицы сегодня известны как Дукли, а в III веке нашей эры это была Диоклетия, Диоклея. Я нахожусь на одном из холмов над Скадарской котловиной, на обширных территориях которой и расположился этот большой по черногорским меркам город. Крупный центр, в котором жило до 40 тысяч человек. Собственно, именовался будущий римский император как Диокл, пока не решил сам себя переименовать в более звучного Диоклетиана. Судьба Диоклетиана вообще интересна тем, что он был внуком раба. Отец его был вольноотпущенник. И он сделал свою карьеру в армии, начиная с низших должностей. И пришел к власти, стал императором. Дворец этот, будучи у руля империи, Диоклетиан начал строить в 295 году, видимо, к окончанию срока своего правления, чтобы уйти сюда, так сказать, на пенсию. Так оно и вышло после сложения полномочий императора в 305 году. Вот они, золотые ворота. Ладуся, ты у меня любитель собирать клады. Ну-ка, искать клады. Ничего себе! Это стены дворца Диоклетиана, который, конечно, много раз уже... Да, окна, конечно, так варварски, на мой взгляд, встроены в стены. Это был главный вход в дворец Диоклетиана. Золотые ворота. Сплит – второй по величине город в Хорватии с населением примерно 180 тысяч человек. Это крупный туристический центр. Что будем пить? Кофе, чай? Конечно, картинка здесь нереальная, как будто это обои наклеили на стену. Удивительное ощущение здесь. Вид на море с этой Шаталиштой улицы. Но живет город не только отдыхающими. Здесь развито судостроение, рыбопереработка и рыболовство, добывают известняк, удобрения производят и виноделие развито. Сплит – это город с крупным портом. Вон мы видим паром, на таком же мы плавали как-то из Черногории в Италию. Ядро-линия. Прям к нам навстречу плывет еще какой-то паром. Отсюда можно переправиться в Дубровник из Сплита, другой город, который не соединен по суше с основной частью Хорватии. И в Италию отсюда есть рейсы на паромах. Интересно оформлены тенты над уличными кафе. Есть предположение, у нас Денис выдвинул, что это как будто корабельные мачты, и как паруса они собираются или разбираются. Это был целый квартал, окруженный мощной крепостной стеной высотой 20 метров.
Из 15 ее башен 3 можно увидеть и сегодня. Это восточные ворота, мы зашли, называются, или Серебряные ворота. Заново открыты они были только в 1950 году. А до этого здесь был, так сказать, венецианский вход небольшой. Чтобы подвести воду ко дворцу, был построен 9-километровый акведук. Редкий перестиль, дворцовая площадь для торжественных мероприятий, дошедший с римских времен. В наши дни здесь приятно расположиться прямо на ступенях под мраморными колоннами с чашечкой средиземноморского вездесущего кофе, который, конечно, в диоклетиановые времена никому не был известен. Тут все, наверное, украшено было мозаиками. Ух ты! Для строительства дворца использовали местный известняк, туф, а гранитные колонны родом аж из Египта, также входившего в Римскую империю. Оттуда же и сфинксы у подножия мавзолея, в котором был упокоен император, но ненадолго. Сегодня история знает Диоклетиана главным образом благодаря его жесточайшим гонениям на христиан, но современники писали о нем как об выдающемся политическом деятеле, который смог навести порядок в огромной империи, и при нем, считали, начался Золотой век. Сегодня, через когда-то купольный свод вестибюля перед покоями императора, страшного гонителя христиан, сверкает крест католического собора. История отомстила. А посвящена колокольня святому Домну, который, будучи епископом нелегальной тогда еще христианской церкви, был замучен при Диоклетиане. В наше время этот святой покровитель Сплита. Сегодня, по иронии судьбы, на территории этого дворца возвышается огромный собор христианский. И это на территории дворца известного гонителя христиан. Есть версия, что не такой уж Диоклетиан был противник христиан, а устроить гонение вроде как нашептывал ему один из соправителей. Ведь и жена Елена у Диоклетиана была христианкой. А зверства, возможно, преувеличены в письменных источниках более позднего христианского периода. Сплит – главный город региона Далмации. Сегодня Далмация простирается на 400 километров вдоль моря, захватывая значительную часть побережья Хорватии, немного Черногорию и 1000 островов. Это, наверное, первый небоскреб Сплита. Далмация – одно из старейших географических образований Европы. При римлянах уже существовало. И во времена Диоклетиана недалеко от современного Сплита находилась столица Далмации, тогда город Салона. Вблизи этого экономического центра, прямо на берегу моря, император Диоклетиан и решил построить себе дворец. Когда в конце жизни он захотел закончить свою политическую карьеру, решил удалиться, переехав сюда, на территорию современного Сплита, в свой уже отстроенный дворец, его соратники из Рима призывали его и говорили: «Возвращайся». На что он им ответил: «Если бы ты знал, какую капусту я здесь вырастил, ты бы не предлагал мне всякую ерунду». Пришедшие к власти не оценили выполнение обещания Диоклетианом, добровольную передачу власти и то, что он даже удалился подальше в деревню, в свой дворец. В этом дворце у Салоны Диоклетиан находился с 305 года до самой смерти в 313 году, как будто под пристальным надзором. Жену Елену с дочерью к нему не пускали из Никомедии, это на территории современной Турции, где для супруги в период царствования он возвел еще один роскошный дворец. Закончил свою жизнь император Диоклетиан именно здесь, на территории современного Сплита, в отстроенном огромном дворце, который, кстати, впоследствии не раз будет спасать местное население, за его стенами будут прятаться в период нашествия варваров, за стенами этого дворца местное население. В 313 году Диоклетиан, после своего отказа поехать в Рим, куда его в приказном порядке приглашали действующие правители, принял яд. Согласно письменным источникам, Диоклетиан понял, что ему уготована гибель, и решил, что лучше остаться в своем дворце. Это был мавзолей Диоклетиана, слышишь? Вскоре после гибели Диоклетиана в 325 году гонимое и притесняемое им христианство будет
признано в Римской империи на государственном уровне. Константин сделал христианство официальной религией империи. Как же не додумался до этого сам опытный политик Диоклетиан, который, казалось бы, объединил всю Римскую империю. Саркофаг Диоклетиана в Мавзолее, переделанный в христианский храм, уничтожат в VII веке. А в 1100 году к бывшему мавзолею Диоклетиана пристроят колокольню, взирающую сегодня со всех открыток из Сплита. Постепенно с веками вокруг дворца вырос город Сплит. Стены строений Диоклетиана стали источником стройматериала. А вот можно увидеть, как под современной штукатуркой Ну что, оставила след в истории свой, вляпалась в цемент, извините. Вот так строителям придется сейчас переделывать из-за меня свою работу. А я-то думала, вечный след мой в истории. В пределах когда-то дворцового комплекса появилось множество строений, изменив до неузнаваемости облик императорских владений. Видишь, вещи висят джинсовые, да, все дырявые. К первой половине 20 века внутри стен бывшей крепости Диоклетиана проживало около 9 тысяч человек.